Итак, приветствую, мои хорошие. Давно не виделись. Наверное, с последнего момента прошло около 8 дней. Я не считал, но последняя статистика, которую я недавно смотрел, там было около 6 дней, что ли. Это было день или два назад. Как вы поняли, сейчас обновление идет полным ходом, поэтому решил какую-то внести информацию, что-то выпустить, чтобы не оставлять вас без информации какой-то, скажем так, в информационном коллапсе, да. Сегодня расскажу про Приору, про салон, который я обещал выпустить, потому что многие ждали там обзор салона и так далее. Сейчас я вам покажу. Прежде хотелось бы сказать, времени сейчас нету ни на что, ни на личные дела, ни на еще какие-нибудь. Нету времени заходить в контакт, отвечать ребятам. Я знаю, там многие пишут, скорее всего, потеряли меня, но действительно времени сейчас мало, потому что обновление хочется выпустить побыстрее. За счет того, что очень большой функционал, так же как и по персонажам, и другой. Приходится уделять очень много времени и не остается именно на YouTube деятельность мою. Поэтому также прошу прощения у тех, кто говорит, ты слишком много болтаешь и так далее. Многие любят этот разговор, разговорный жанр, некоторые нет. Поэтому кому это не интересно, можете смело перематывать дальше, где там буду я про Приору показывать. Всем остальным, что хотелось бы сказать еще. Времени нету, так как там несколько причин. Я работаю над обновлением Car Parking. Вторая причина, я работаю над собственным проектом. Скорее всего, в грядущем будущем я покажу, расскажу о нем и так далее. Будет тоже вам очень интересно, потому что немного это будет пересекаться, да, как бы деятельность, так как я в игровой индустрии очень давно, и поэтому это как-то будет пересекаться с этим. Вот, пока не могу больше ничего сказать. Очень много времени могу сказать только, что уходит на это. Также по обновлению хотелось бы сказать, будет доступен новый функционал, который все ждали. Не могу сказать какой, но ждите. Всех остальных и всех, кто посетил мой канал, прошу подписаться, поставить лайки. Передать это видео друзьям, кто давно ждет обзор на Приору, потому что я уверен, очень многие ждут этого. И активность на моем канале мне как бы придаст мотивацию записывать что-то дальше. Так, давайте приступим к обзору, наконец-то не будем тянуть. Все, кто ждал, давайте смотрим. Так, это будет такой небольшой обзорчик. Потому что, в принципе, в Приоре нечего показывать. Текстуры не финальные, сразу говорю. Вот, допустим, вот эта вот обшивочка мозаичная, это тоже все не финальное. Возможно, я где-то забыл, перепутал материалы и не так поставил. Поэтому на это не обращаем внимания. Потом, перед обновлением, все серим, все посмотрим, все как бы убедимся во всем, да. Вот, что мы наблюдаем. Изменена приборная панель по сравнению со старой Приорой, то есть там не было по центру вот такого вот навигатора. Новых, как мы знаем, рестайлинге, да, в новых версиях он немного упакован. Это в зависимости еще от комплектации, скорее всего. То есть тут нас приветствует такой навигатор. Я так думаю, в этом навигаторе в оригинале еще есть помимо этого другой функционал, да. Мы видим спидометр. В принципе, ничего такого, вся приборная панель обычная, все по стандарту. Узнаваемую как бы вот эту вот часть мы видим, где у нас расположены часы, подогрев окон, подогрев чего еще тут, циркуляция какая-то, и так далее, да, то есть по стандарту радио стоит, скорее всего. Многие обладатели Приоры второй заменяют его на более какой-то продвинутый, да, то есть мы видим как бы размер разъема, то есть не разъема, этого модуля позволяет нам поставить какой-то сенсорный экран и так далее, но это уже как бы по желанию, да, то есть, и остальной функционал, типа, можно отвечать на звонки, можно Bluetooth, скорее всего, там радио, обычное, то есть это печка наша по стандарту, в принципе, не сильно она изменилась по сравнению с первой версией, и в принципе коробка передач, да, наша. Так, что мы видим по деталям?
Также я не помню, были ли эти элементы настолько детализированы у нас в прошлой приоре, но могу заверить, что приора 2 детализирована очень-очень-очень хорошо. Мы видим решетки всякие. Ладно, давайте не будем обращать на это внимание. Педали, конечно, это обязательно. Куда без них. Также разные кнопки, опускание там окон, стекол и так далее, закрытие дверей. Скорее всего, это регулировка боковых зеркал. Но по логике это она и есть, да? Так, ну тоже в зависимости от комплектации. Где-то у нас комплектации даже нету как бы открытия-закрытия окон, я так думаю, либо дверей. Ну что-то точно явно нету, потому что мне рассказывали, что там все очень плохо с этим. Ремни безопасности обязательно. Это самое первое, что нужно сделать. Так, ну как бы ручник. Тут по стандарту. Обратите внимание, какой интересный, проработанный как бы салон. Потому что если мы посмотрим даже на задние сиденья, они очень интересные, на мой взгляд. Места достаточно. И в принципе машина очень узнаваема по салону. Кто сидел в приоре, да, тот скажет, что действительно, да, действительно все там так. Ну, давайте с этого ракурса посмотрим на детали. Вы видите, все детализировано. Все заклепки, все кнопочки, разные ремешочки и так далее. Так, наши дворники. Ну, в принципе, это я показывал в предыдущем видео. Руль, кстати, по рулю комментарии жду, потому что многие говорят, не такой руль, не такой то, не такой переключатель и так далее. Я думаю, если проблема какой-то кнопки переключателя, это не такая уж сильная проблема, да, не будем такими педантами. Но если есть проблемы касаемо руля, то, пожалуйста, пишите в комментариях, обязательно мы это поправим. Так, ну, в принципе, все, по-моему, посмотрели, все обозрели. Все остальное как бы уже на ваше усмотрение, сами уже посмотрите потом в игре и так далее. В дальнейшем покажу, возможно, сам движок, как он в движке приора себя ведет, действие ее, насколько хорошо управление и так далее. Что хотелось бы сказать, обновление идет, я предполагаю, что будут вопросы, когда обновление, чувак, когда будет обнова, перестали ждать, not, wait, long там и так далее, за рубежа в комментарии такие оставляют. Могу сказать только одно, что мы сейчас стараемся, темп взяли очень большой, быстрый, вы это поняли по моему активу на канале, то есть я YouTube канал не просто так забросил, вообще мне самому YouTube деятельность очень нравится, мне нравится создавать видосы, но, к сожалению, нету времени, приходится как бы в ущерб YouTube каналу заниматься игрой, так как на первом месте это создание игры, создание обновлений и так далее. Ну, еще личные проекты есть кое-какие, которые отнимают тоже небольшое время. Вот, что хотелось сказать по этому поводу. Постараюсь, попробую найти как-то лазейки, чтобы выпускать видео почаще. Пока этого не удалось, потому что не совсем удобно находить время заниматься именно видосами, потому что иногда я заканчиваю работу в 2 часа ночи, иногда в 3, в зависимости от задач и так далее. Подпишись обязательно, оставь комментарии, что понравилось, что не понравилось, чего ждешь. Не оставляй комментарии, пожалуйста, по поводу какие машины добавить, когда выйдет обновление. Вся информация, которая в интернете там по поводу дат, это все фейк, потому что никаких дат мы не оставляли. Если дата когда-нибудь выйдет обновление, то она будет опубликована в Инстаграме. Но это маловероятно, ни разу еще в истории не было, чтобы кто-то там говорил даты из разработчиков, и они выполнялись, поэтому мы не рискуем с этим, но стараемся выпустить все побыстрее. Ну и в принципе вы всегда понимаете, когда выходит обновление, там идет инфоповод за 2-3 дня от меня и так далее, там на ютубе, в инстаграме, поэтому вот так вот ждите, подписывайтесь. Надеюсь, вы сильно не скучали. До скорых встреч. Всем, кто писал мне в различных соцсетях,
попробую найти время сегодня и поотвечать вам. Все, всем спасибо, всем удачи.